コンディションはいかがですか？ У меня все отлично, я очень много тренировался, я снова ездил, тренировался в Голландию и в Таиланд. С каждым боем у меня идет рост, вы это сами все видели, в Корее я выиграл бой нокаутом, собираюсь также дальше продолжать, также выигрывать, так что буду радовать вас своими победами, спасибо. 調子はすごくいいです。たくさんトレーニングをしてきましたから、やっぱり今回もオランダとタイでしっかり練習をしてきて、毎回成長を自分でも感じています。そして皆さんもソウルで、僕の成長を見てくれたと思います。ソウルでの大会は僕は KO で勝ちました。でこのままの勢いでいきたいと思いますので、今回の試合も勝ちたいと思います。ありがとうございます。タイではいつどのような練習をされたんですか？Конкретно где вы тренировались в Таиланде и каким образом, какую тренировку вы там были? Дело в том, что у нас в Таиланде, в Паттайе, у Golden Glory есть свой зал, и туда приезжают все спортсмены нашей команды. Это Эрл Замерман, Коган Саки, Алистер Аверим. То есть все ребята собираются в этом зале, и мы там тренируемся, работаем на все направления. То есть я как не только боец К1, а также боец смешанного стиля ММА. То есть мы там отрабатываем и технику борьбы в партере, и технику борьбы в стойке. У нас очень много тренеров тайцев, которые нам ставят лоу-кики, колени, локти, все что угодно. То есть в нашем зале тренера разносторонние, разнообразные, и за счет этого идет и мой рост, и я становлюсь с каждым днем все сильнее и сильнее. И моя самая главная задача, которую я себе ставлю в следующем году, это войти в мировую восьмерку. タイのパタヤ？Да, в Паттайе. パタヤにはゴールデングローリー、自分の所属しているゴールデングローリーのチームの、練習場がありますので、そこにはゴールデングローリーのチームメンバーが来ます。エロール・ジマーマン、グーカン・サキ、アリスター・オーフレムとか、みんなそこでトレーニングするわけで、みんなと一緒に全て多面的に多角的なことをやってます。それで私は K1 のファイターばっかりじゃなくて MMA のファイターでもありますので、そこでは寝技、立ち技、あらゆることを一緒にやっています。でタイ人もかなり多くの人数そこでやってるので、そういう人たちを相手に彼らの技である膝だとか肘だとかローキックとか全部、そこで、あらゆるトレーニングをして多面的にして、そこで毎日僕は成長するっていうふうに感じています。私のとにかく来年の課題は、K1 のベスト8に入ることです。タイの練習はいつ頃？ Когда состоялась тренировка в Таиланде? Ну вот буквально вчера я прилетел из Таиланда. 昨日タイから戻ったばっかりなんで直前にやってました。期間はさあ、сколько дней? Это профессиональный секрет. プロとしてのシークレットです。Могу только сказать одно: длительное время. 長い時間だけできます。韓国の大会では見事に KO 勝利されたんですけども、今改めて振り返ってみて。Да, вы выиграли очень красиво Сеуле с КО, и сейчас немножко расскажите еще раз о этом бою в Сеуле. Ну, это был хороший бой, я очень хорошо настроился. Предыдущий бой я проиграл Даниэлю Гити, и я сделал определенные выводы. Я очень много тренировался в стойке и поставил для себя задачу: в следующий бой, с кем бы я ни вышел, я должен выиграть. И на моем пути встал боец Такуми Сато. Вы все видели, был хороший бой. И я хочу также продолжать выигрывать. Я буду тренироваться. Мне очень нравится правило К1. Хотя я и боец ММА, мне очень нравится правило К1. Мне очень нравится, что организаторы убрали из К1 бросковые движения, захваты. То есть очень много в правилах изменилось. И это сейчас отдельный вид спорта. Он стал еще красивее, еще зрелищней. Короче, я буду тренироваться, и вы все сами увидите в ближайшее время.
自分でもいい試合だと思います。すごいいい気分でやる気満々で出たので、実はその前の最初の試合でギタに、K1 最初の試合で、ギタに負けてます。ルーマニア人の選手に負けてるので、その負けを思って自分としては結論を出して、何が自分に足りないのかをもっと立ち技をやらなくちゃいけないということを結論出して、それに向かってトレーニングをしたわけです。それで1回最初の試合負けてしまったから、次の試合は誰が自分の前に立とうと勝つと思って、練習してきました。そして佐藤匠と対戦になって、皆さんもご覧になったと思いますが、いい試合でした。このようにこれからも勝ち続けるつもりでいます。私はトレーニングもハードにやるつもりですし、私は MMA の選手ですけれども、 K1 が大好きなんです。 K1 の主催のやり方も好きだし、そして K1 の主催陣は最近、ルールをチェンジしました。ホールディングを少なくして、というようなルールのチェンジがあって、それはルールのチェンジによって余計 K1 と MMA の差がルール的にも開いて、 K1 はより美しくより見応えのある、試合に大会になると思います。ですからこれからもトレーニングして、皆さんに見てもらいたいと思ってます。10月からこれまでどういった部分を強化してきたんでしょうか。So последнее время с октября месяца чем вы в основном занимались во время тренировок? В принципе, ничего нового я для себя не открывал, но очень много работал над блоками, то есть против ударов лоу-кики. И очень много в Таиланде я работал над ударами коленями. То есть, ну и, конечно же, не забывал про элементы борьбы, потому что я еще раз повторяю, что после Нового года я планирую выступать в Страйкфорсе в Америке. И про борьбу никогда не забываю. Спасибо. 基本的には何も新しいことをやってこなかったんですが、10月から。だけれど特にブロックの練習をいっぱいやってきました。ローキックをいかにブロックするのかで、タイでは特に膝に対してどうやって対処するのかっていうのをやってきました。でももちろんここ最近の練習でも自分は MMA の選手ですから MMA のことは忘れてなくて、寝技の方もちゃんと練習してきました。実は新年を明けてからアメリカのストライクフォースという団体のところで試合があるので、僕としてはやっぱり寝技の方も絶対忘れたくないので。 K1 の試合は3戦目になりますが、自分が K1 ファイターになってきたというふうに感じています。So, третий бой будет скоро, да, на ринге K1. И вы себя считаете, начали считаться, что бойцом по K1 или есть или нет? Да, действительно, я лучше стал работать стойки. Я рад, что я стал выступать в К1. И я еще раз хочу сказать, что для меня это определенная цель. И следующий год я ставлю для себя задачу, как и к предыдущему бою, я должен быть в восьмерке сильнейших. 本当に自分でもだんだんそういうふうに感じてます。やっぱり立ち技の練習も多くなってきますし、徐々に K1 っていうものが本当に自分のものになっているような気がします。もう一度繰り返して言いますが、私にとって今後の目標ははっきりしてまして、来年にはちゃんとした正当なやり方でベスト8に入るようにしたいと思ってます。ストライクフォースで対戦相手はもう決まっているでしょうか。Против кого будет Страйкфорс? Ну, соперник еще не определен, и это все я отдаю организаторам. То есть с кем бы меня ни поставили, я поеду и буду биться. まだ相手は決まってません。それはオーガナイザーが決めるんだと思いますけど、連絡待ちの状態です。でも僕としては誰が出てきてもやるつもりです。 Ну, там в Страйкфорсе очень серьезные личности на сегодняшний день. Это и Федор Емельяненко, и Фабрицио Вердум, и Алистер Аверим, и Джош Барнетт. Ну, все те, кто выступал когда-то в Прайде. Я также выступал в Прайде. То есть соперники там серьезные. И я буду готовиться и буду выходить драться с любым.
ストライクフォースの面々はかなり手強いメンバーですよね。フョードとかファブリーサとかジョージ・バーネット、ジョルジュ・バーネットだとか元プライドで活躍しているような選手たちがみんなそこにいるわけですから、皆さんご存知のように手強い相手になると思いますが、誰が出ようと僕は戦う気でおります。来年は MMA と K1 を両立していく形。Значит, в следующем году вы будете и ММА, и K1. Да, конечно. Я думаю, что это не повредит другому. Одно не повредит другому. Я буду выступать по правилам ИК-1 и правилам ММА. Одно другому не мешает. Мне очень нравится работать как в стойке, так и в партере. Так что я готов драться одновременно и там, и там. それはそのつもりです。やっぱりどっちかがどっちかに害を及ぼすってことは絶対ないですから、K1 の方にも MMA の方にも何の支障もないと思うし、僕は両方の戦いが好きですし、これからも立ち技もやっていくし、寝技もやっていくしということです。Да, тут еще дело в том, что я буду выступать в Америке, но я не могу целенаправленно выступать только в Америке, потому что мне очень нравится Япония. Она дала мне толчок. Я здесь, можно сказать, раскрыл себя, выступая в Прайде, в Хиросе, в Дриме. И я не могу просто так взять и уехать и выступать только в Америке. Так что я очень люблю Японию, мне очень нравится здесь. Нравится сюда приезжать, нравятся люди, нравятся отношения. И я буду продолжать драться в Японии. それから一言言っておきたいんですが、私はアメリカに行きますが、来年、新春早々にでもアメリカでそのままやるつもりはありません。日本でもそのまま活動したいと思います。なんでかというと、日本が僕のキャリアにおけるプッシュをしてくれて、ある意味日本に来て初めて僕は自分のことを発見したんじゃないか、花開いたんじゃないかと思います。やっぱり僕はヒーローズもやったし、ドリームもやったし、プライドもあったし、そういう意味で僕は日本が大好きだし、日本の人たちが大好きだし、日本のいろいろな関係が大好きだし、そのまま日本でも仕事を続けていきたいと思います。それでは今後日本での MMA の試合も Значит, будет ли у вас тоже бои в Японии по ММА? Да, конечно. Я думаю, что я буду драться в Дриме. もちろんドリームでやると思いますよ。ベスト8ファイターに入りたいということでしたけども、おそらく世界予選トーナメントからの出場とかがあると思うんですが、それに関しては大丈夫ですか？Вы только что сказали, в следующем году вы будете попробовать попасть в восьмерку. Значит, вам надо пройти отборочный турнир где-то во всем мире. Что будет нужно, то я и сделаю для того, чтобы попасть для начала в топ-16, а потом в топ-8. Что нужно будет для этого, как организаторы поставят определенные задачи, определенные турниры, я буду выступать, пробиваться, и для меня это цель. 必要なことは何でもやるつもりです。まずベスト8に入るためにやることは全てやるつもりです。まず、どこかでベスト16に入って、それからベスト8に残らなくちゃいけないと思うんですが、それはオーガナイザーの方がここの大会でっていうふうに言われたトーナメントに行ってきて、そこでやることをやって勝ってきて、そこのベスト8に入るだけです。対戦相手のジャディブ選手の印象を教えてください。Ну, теперь о вашем сопернике. О нем расскажите, пожалуйста, что вы знаете? Хочу сказать, что это молодой, хороший парень. Он высокий, неудобный. Одно из характерных его качеств в бою, он очень, не качество точнее, а как одно из основных таких вот его преимуществ в бою, он очень много бьет коленом. Постоянно практически. То есть я очень много работал, смотрел за ним в интернете, в видео очень много. И в общем, что хочу сказать, все покажет ринг. Я очень много готовился и собираюсь победить. 若くていい青年だと思います。背が高くてやりづらい相手だなと。で、彼の試合の特徴は常に膝を多用している。それがいいか悪いかわからないけど、それが彼の特徴だと思います。その対策を私は多くやってきたし、インターネットでも彼の
試合を見たし、ビデオを見たし、いっぱい勉強もしてきました。ですから、リングの上で、皆さんお分かりになると思いますが、私はちゃんと勝ちます。具体的にどういった戦いを見せたいですか？Конкретно, какой бой вам хотелось бы показать японским зрителям? Я хочу показать яркий бой. Я хочу устроить битву на ринге, то есть по-русски это говорится драку на ринге. もう鮮やかな試合を見せたいと思います。リングの上での戦闘、戦場、ロシア語では喧嘩って言うんですけれど。ファンにメッセージをお願いします。Теперь несколько слов, пожалуйста, вашим фанатам. Смотрите на обоих. Я желаю всем фанатам удачи, здоровья крепкого. Хочу сказать, что болейте за меня. Я стал лучше, я с каждым днем расту. Мои спортивные достижения будут расти. Я обещаю, что в следующем году я войду в 8. И если все сложится, стану чемпионом. Спасибо. ファンの皆さん、皆さんに、健康とご成功を祈ってます。で、私のことをぜひ応援してください。私は毎日毎日成長してます。それが皆さんの目に入ると思います。で、どうかリングの上で今度来年中にはベスト8に入ってうまくいったらチャンピオンになると思います。トーナメントの話に戻るんですけども、今年のトーナメントにアリスター選手とセムシュルト選手残ってると思うんですけど、2人とも、MMA のリングで殴り勝ってる、その2人がベスト8に入っていることをどう思うかと。В восьмерке сейчас там выступают Аристаов и Семишулов. И двух игроков вы когда-нибудь выиграли, да? И как вы сейчас думаете, вы здесь в начальной стадии, а два бойца, которых вы когда-нибудь выиграли, сейчас в самом разгаре на K1? Ну, я считаю, нормально. Они и тогда были в самом разгаре. И Сэмми Шил был всегда на высоте, и Алистер Аверим. Понятно, что они сейчас выросли. И я думаю, что это будет очень, если выйдет с одной стороны один, и выйдет с другой стороны с одной стороны Алистер Аверим, с другой стороны Сэмми Шил, будет очень интересный бой, будет красивое зрелище. Но для этого мы никогда не забегаем вперед. Там есть у каждого серьезные соперники. У одного там есть и Питер Артс, и Майти Мо, и японский боец Киотара. И с другой стороны, также у Алистера есть серьезные соперники. Это Коган Саки, Даниэль Гита. Вот. Так что я хочу сказать только одно, что это серьезные бойцы, и я буду рад, если в следующем году мы сможем встретиться с ними на ринге. 質問のありがたか違ってたかもしれないんですが、普通のことだと思います。やっぱり、セムシュルトもアリスターももともと高い位置にいた選手だから、で片方のブロックからアリスターが上がってきて、片方からセムが上がってきて、2人で戦うことになったら非常に見応えのある試合になると思うんだけども、そこに行くまでの間にピーター・アーツもマイティ・モーも京太郎もいるから、そんな簡単じゃないだろう。アリスターにとってもコーガン・サキというすごい選手がいるから、そんなに簡単にはいかないだろうと。とにかく一つ言えることは、僕もそのうち彼らとやることになると思う。アリスター選手もセムシュルト選手もMMA で、ノックアウトしてるんですけど、今トーナメントに混じったら自分の実力がどのぐらい K1 のリングで戦ってどのぐらい Выиграли над ним даже KO когда-нибудь по правилам MMA. И на данный момент представьте себе, если вы тоже сейчас на данный момент один из восьмерки, и настолько у вас шансов, если сколько шансов у вас есть выиграть? Я не хочу забегать вперед. Я считаю, что я перспективный боец. И никогда не хочется делать ярких заявлений. Но все покажет ринг. Я говорю так всегда. В следующем году я хочу стать чемпионом.
И я думаю, что вы все сами увидите. И громкие заявления делать не буду, пока все скажу после боев. Спасибо. いや、家庭の話は僕はしたくないですね。僕はまだまだこれから将来性のある選手だと思うし、事前に何か大口を叩くことはしたくないと思う。リングで見てもらいたいと思う。そしたら皆さんにもよくわかると思うし、ただ来年にはチャンピオンになれるならなりたいと、それを皆さんにもう見てもらいたいと思う。だから今ここで大きな口で叩きたくはないと、それはやめておきます。アリスター選手とセミシュルッチ選手もチームメイトで彼らのことをよく知ってると思いますが、今回のトーナメントで2人が戦ったらどっちが勝ちと思いますか? Наверняка вы работаете в одном клубе, значит, вы хорошо их знаете, да, и друг друга хорошо знаете, и если будет на финале Ариста против Семишурта, и кто будет выиграть? Я не предсказатель, не Нострадамус. Это два очень серьезных бойца. Один уже является чемпионом 4 года подряд. Другой показывает большие, красивые бои. То есть он победил таких бойцов, как Бадр Хари. Ну, даже одного этого имени уже достаточно, чтобы понять, что этот боец очень серьезный. И не буду делать громких заявлений, все покажет ринг. Давайте оставим такую интрижку небольшую и посмотрим, кто победит. Мне самому интересно. まあ私は預言者ノストラダムスではないので事前に言うことはできないんですが、とにかく2人とも素晴らしい選手です。1人は3年連続チャンピオンだし、もう1人だって素晴らしく美しい大きな試合に勝ってきたバダハリ選手に勝ったアリスターですし、ですからどっちが勝ってもおかしくはないと思います。とにかくリングで何が起こるか見てみましょう。どっちが勝つかは僕は今は言いたくないので、僕にとってもどっちが勝つかはあなたと同じぐらい興味があります。MMA の舞台でもうトップファイターでずっとやってこられたと思うんですけど、なぜここに来て K1 のベルトにそこまで魅力を感じているのですか? У вас было все там в области ММА, вы были известны, вы были на вершине, вас знали все хорошо и вас ценили очень высоко. А почему вы вдруг начали интересоваться завоевать титул чемпиона в K1? Дело в том, что нормальный человек, который ищет чего-то в жизни, он всегда открывает для себя что-то новое. И я поставил для себя цель стать чемпионом К1. Стану я им или нет, это все покажет время. Но у меня появился новый стимул. И я уверен, что я за счет этого стану лучше выступать по правилам ММА. Я как заново родился сегодня и показываю результат, как вы все видите. И самое интересное будет, когда я достигну пика формы. Это будет после Нового года. Потому что я тренируюсь каждый день. Я практически все свободное и несвободное время отдаю тренировкам. Я тренируюсь, и увидите, что я стану чемпионом и в Страйкфорсе, и стану чемпионом в К1. 普通の人はやはり何かを探せば何か新しいものを発見できると思うんです。普通の人生で普通の人がそれと同じように僕は目標を立てて K1 のチャンピオンになるという目標を立てて今どんどん新しいものを発見しています。僕がチャンピオンになるかどうかは時間が示してくれると思います。でもとにかく新しい、目的を立てたことで何かを探すことを決心したことで僕は新しいモチベーションを得て MMA の方でもより良くなっていると思います。僕は新たに生まれ変わったような気分です。だからあとは結果を見せるだけだと思います。自分の体調のピークに一番いいピークになるのは来年になると思います。今はトレーニング三昧の毎日ですから来年には結果が素晴らしいものが出ると思いますし、まずストライクフォースで結果を見せて、そして K1 で、結果を見せたいと思います。一つだけ質問ですけど、
にですね、今は軍隊には所属はされてない。Что вы до сих пор профессиональным военным работаете? Да, конечно. そうです。ごめんなさい、軍隊で習った技、その中で K1 で活躍できる、実際使える技、何種類ぐらいパターンあるんでしょうか。Сколько боев вообще у вас есть? Сколько приемов, да, которые вы научили когда-нибудь в армии? И можно до сих пор для K1 употреблять? Ну, для K1 их употреблять нельзя, потому что это специальные приемы, которые предназначены немножко для другого, не для ринга, а для войны. Из-за этого в K1 их нельзя применять. いや、一つもないです。K1 では使ってはいけない特別な技ばっかりだったです。なぜかというと、その私が軍隊で習った技は戦争のための技であって、リングのための技じゃないので、K1 では絶対に使いません。